Кажется, что постапокалиптическое снисхождение в ад становится в независимой анимации отдельным жанром. По крайней мере, после ужасающего безумного бога от Фила Типпета, отдельные личности решили порадовать нас другим мрачным снисхождением, уже японского производства. Junkhead — это потрясающий японский фильм, снятый в технике стоп-моушен, в котором мастерски используют кукол и миниатюрную съемочную площадку для создания декадентской атмосферы классической научной фантастики. 49-летнему декоратору интерьеров и режиссеру-самоучке Такахиди Хори потребовалось 8 одиноких кропотливых лет, чтобы завершить свой дебютный проект, к созданию которого он приступил в 2009 году. Совершенно не имея на тот момент опыта в кинопроизводстве и мало что понимая в анимации, Хори, тем не менее, взвалил на себя роль сценариста, композитора, оператора, редактора, художника, ведущего аниматора, актера озвучки, и это все только дополнение к режиссуре. В результате титанического труда в 2013 году вышел 30-минутный короткометражный фильм «Junkhead. Часть 1», а спустя еще 4 года продолженной работы, в 2017 году вышла полнометражная версия фильма длительностью в 2 часа. В 2017 году режиссер Хори получил за свою дебютную работу награду за лучший анимационный полнометражный фильм на международном кинофестивале «Фантазия» в Канаде, а также награда «Лучший режиссер полнометражного фильма» на фантастическом фестивале «Новая волна» в США. Полнометражный фильм «Junkhead» добрался до широкого проката в Японии только летом 2021 года. Когда же фильм появится в мировом прокате, неизвестно. Сейчас в сети для просмотра доступна только первая часть фильма, и сегодняшний выпуск посвящен обзору этого удивительного стоп-моушен проекта. Действие фильма «Junkhead» происходит в постапокалиптическом мире, где искусственная форма жизни под названием Маллиган доминирует в подземном мире, тогда как люди на поверхности Земли уже давно потеряли свою возможность к размножению в результате генетических манипуляций в погоне за долголетием. Чтобы уберечь свой мир от вымирания, люди решили отправить исследователя в бездонные подземелья, чтобы изучить поразительные репродуктивные способности маллиганов. Но то, что его ждет, это ужасающая судьба и опасный мир, где правят жестокие существа, от которых волосы встают дыбом. Я не буду подробно описывать сюжет, дабы не спойлерить. Я хочу больше остановиться на технических и визуальных моментах этого шедевра. Первое, что бросается в глаза в фильме, это впечатляющие созданные персонажи и существа, которые, похоже, представляют собой комбинацию фантазии художника Гигера, Босха и тех существ, которые обычно встречаются в хоррор-видеоиграх. Также сразу же становится очевидным, что Хори больше всего заинтересован в изображении обстановки. Локации, пропитанные грязью, окрашенные в цвет сепии, с петляющими коридорами, бесконечными лестницами, грязными фабриками, добросердечными существами и зверями, которые готовы вырвать ваше сердце или проглотить вас целиком. В этом невероятно завораживающем мире все сделано вручную самим Хори. Его модели – это тщательно проработанные детализированные герметичные миры, каждый квадратный дюйм которых покрыт богатыми текстурами, ржавыми решетками, трубами и проводами. Бетонные стены изобилуют червообразными вентиляционными отверстиями и окружающей черной пустотой, которая наводит на мысль о бездонных глубинах и масштабах этого мира. Местами можно увидеть некоторые оптические и CG-эффекты, огня, дыма и пыли, но все остальное – это физические объекты. Анимация впечатляет не только технически, но и с точки зрения кинематографии. Она удивительно уверенно построена. Последовательность действий персонажей имеет четкую привязанность к физике, географии и хореографии. Все это подкреплено искусственными операторскими приемами, замедлением кадра в энергичных сценах, резким зумом камеры и поочередной смены фокусов. Особо хочется отметить звуковое оформление фильма. Хори сам написал для фильма всю музыку, которая наводит на мысли о его привязанности к танцевальной электронной культуре 90-х годов. Индустриальные мотивы и шумовые треки звучат на заднем
плане весь фильм, а динамичные сцены с погонями сопровождаются быстрым и тревожным техно, что превращает фильм в эти моменты в экстремальное музыкальное видео. Что еще более подчеркивает особенности звукового оформления Джанкхед, так это то, что диалоги персонажей ведутся на гортанной тарабарщине, которая звучит так, как будто кто-то пытается говорить и одновременно полоскать горло водой. Вся эта забавная речь дублируется японскими и английскими субтитрами. Хори сам придумал такой интересный ход и также сам озвучил почти всех персонажей. Режиссер Такахиди Хори проделал безумную работу в одиночку длительностью в 4 года, и все ради 30-минутного видео, в результате чего получился удивительно биомеханический киберпанковский шедевр, где есть все – ужас, кровь, слезы и даже юмор. Джанкхед – это совершенно уникальный труд любви одного чокнутого творца, который, несомненно, станет культовой классикой, если полнометражному фильму будет дан шанс на более широкий прокат. Лично я буду с нетерпением ждать возможности посмотреть полнометражную 115-минутную версию Джанкхед. А у вас, моих зрителей, есть прекрасная возможность прямо сейчас самим испытать на себе эту странную и удивительную атмосферу подземного мира головы утиль. Под этим видео вы найдете ссылку на мой Яндекс.Диск, на который я закачал для вас 2 версии Джанкхед в русской озвучке и версию с русскими субтитрами. После просмотра фильма пишите ваши комментарии, мне очень интересно будет узнать о ваших впечатлениях. Всем спасибо за просмотр, пока.